Всем привет! Меня зовут Илья. Я живу во Вьетнаме, в городе Ничанг. И сейчас такое непростое время. Во всем мире карантин из-за вируса. Здесь даже штраф введен 200 тысяч донгов, если не носить маску в общественных местах и на улице. Но наибольшая опасность сейчас в мире, конечно, в Америке и Европе. В России тоже сейчас небезопасно. Ну а в Азии как-то сейчас получше, поспокойнее. В Китае, откуда пришел вирус изначально, вроде как вылечились и уже празднуют победу над вирусом. Но во Вьетнам вирус попал изначально с китайскими туристами. Но потом закрыли границу с Китаем, и все успокоилось, и случаев заражения не было около месяца. Вьетнам уже был готов праздновать победу над вирусом, но вирус привезли из Европы. И вторая вспышка была зафиксирована в столице Вьетнама, в Ханое. Чтобы предотвратить серьезные последствия, власти Вьетнама решили, тоже как и во всех странах, ввести карантин и закрыли сообщения между городами, между другими странами. Ну и получилась такая непонятная ситуация. Ничанг живет за счет туризма, и очень пострадал бизнес, конечно. Изначально люди пострадали из-за того, что не было китайских туристов, а когда закрыли въезд европейцам и русским, то город совсем опустел. В последние дни перед карантином даже не было никаких очередей на Винперле. Это парк аттракционов, который находится на отдельном острове, и его, конечно, не закрыли, но нехватка туристов там сильно ощущалась. Последние туристы даже рады были тому, что могли там везде все пройти без всяких очередей. Но русские, конечно, не все уехали. Вот даже сейчас я вижу, через дорогу идет семья русских. Остались люди, которые здесь пережидают, у кого есть возможность. Кто-то работает на удаленке. А так, после закрытия границ начали пустовать и закрываться отели. Был такой даже прикол. В крупных отелях вечером включали свет в окнах в виде каких-то надписей и символов. Было очень так красиво и необычно. Потом стали закрывать все заведения, рестораны, кафе, клубы. Мы с ребятами, конечно, успели собраться перед карантином и попить пивка вместе. Привет, Илья! Привет! Я хотел заснять, как вы тут на карантине сидите. Нормально у нас все. Девушка, нам бы пиво еще бы, но... Илюха, за то, чтобы тебя коронавирус обошел стороной? Короче, Илюха, ты самый, скажем так, осторожный чувак в нашей команде. Ты нас предостережешь от всякой нечисти, которая будет здесь происходить. По себе распределяют очень много денег на медицину. У нас, знаешь, что есть? У нас есть вертолеты медицинские. Да. 3 штуки. Так только там все есть, получается. Да. Какие планы у тебя на это лето? Что ты будешь изобретать в этот промежуток времени? Хочу сделать плод. Рассказывай. Плод будет из бутылок. Желательно из 0,9 из-под пива. Но, говорят, производство закроется. Поэтому, скорее всего, мы будем делать из полторашечек. Полторашечек. Да, набираем много полторашечек, бутылочек. Делаем плод. Вот план. Плод. И? И удочку. Нормально. Самое время в коронавирус охотиться. Это был прямой эфир с включением с Кириллом. Успел я и поесть вкусных морепродуктов перед карантином. Люблю вот такую жареную кукурузу с креветочками, с посыпными. Такие гребешки запеченные. Решил заказать с орешками и луком. Я люблю их с соевым соусом. Прикольно во Вьетнаме делают, что они посыпаны арахисом. Чуть-чуть обжариваются с лимонграссом и луком и с перцем. Их вот так вот высасывать надо, они маленькие. И ешь как семечки. Этого много поймали сегодня утром и сразу же уже вот вечером приготовили. Очень свежий, мягкий и вкусный. Затем закрыли городские пляжи, протянули ограждающие ленты по всему побережью. Вот я как раз сейчас иду, и здесь можно видеть. Практически все точки в центре города закрылись. Центр города вообще опустел.
Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usan desinfectante, ese es muy efectivo. А это вечером выглядит как ночью, но это было часов 8 вечера всего лишь. Все закрыто. Только какие-то продуктовые магазинчики открыты. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, para eso hice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Паники никакой здесь не было. Из магазинов никто ничего не сметал. Полки как были полные, так и остались. Туалетную бумагу никто тоже не скупал. Кто не знает, во Вьетнаме туалетная бумага не пользуется популярностью, потому что тут используют специальные души, установленные возле унитазов. Поэтому на туалетную бумагу спроса такого нету, и полки были полные. Ну а гречка здесь не продается изначально, поэтому гречкой и туалетной бумагой никто не запасался. Сейчас во Вьетнаме действуют ограничения с 22 часов до 5 утра. Пребывание на улице запрещено. Когда была вторая вспышка, в Ничанге зараженных не было, но мы пережидаем сейчас и ждем новостей. Симптомы вируса проявляются не сразу, поэтому власти Вьетнама ожидают, есть ли заболевшие сейчас или их нет. Но мы надеемся на лучшее, потому что во Вьетнаме сейчас немного зараженных, а в Ничанге вообще их нет. Ну а вьетнамцы в целом ответственно относятся к вирусу. Большинство сидит все-таки дома на карантине, а маски здесь носили и без вируса до этого. То есть заставлять носить маски никого не нужно было. Плюс здесь не развит общественный транспорт, где люди могут массово друг друга заражать. Все ездят в основном на байках, поэтому в этом случае это тоже плюс. Так что надеемся, что скоро хотя бы пляж откроют. Не скучного вам карантина. Подписывайтесь на канал и нажимайте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пишите комментарии, как проходит ваш карантин, чем вы занимаетесь, какие новости в России. Или если вы находитесь где-нибудь в другой стране, тоже напишите, что и как у вас проходит с вирусом, и как обстановка вообще в целом.